Всем привет, с вами Анвар, вы на канале Куратив CG Компьютерная графика. Это видеоурок по программе Cinema 4D для начинающих. Здесь мы разберем основы программы. Но перед тем как начнем, подпишитесь на канал, если не подписаны. Ну а теперь начнем. Открою программу Cinema 4D. Интерфейс у Cinema более дружелюбный, чем в других 3D программах, особенно в старых версиях. В новых R25 интерфейс немного стал другим. Я буду использовать версию Cinema 4D R21. Первое окно – это окно просмотра сцены. Если зажать на сцене Alt и левую кнопку мыши, то будет вращение в сцене. Alt и правая кнопка мыши – это масштаб, а Alt и нажатие на колесико – это перемещение. Следующее окно. Это окно объектов. В нем находятся объекты, которые находятся в сцене. Окно атрибуты. Здесь расположены настройки объектов. Для примера создам куб. Мы видим, что появились настройки куба. И можно менять настройки куба. Это у нас окно материалов. Здесь мы создаем материалы. Нажимая на него два раза, создается новый материал. Теперь его можно перетащить на куб. Чтобы была видна сетка полигонов, нужно перейти в дисплей. Здесь есть различные настройки видов объектов в сцене. Нажмем сюда, чтобы показать сетку. Слева панель иконок. Это изменение модели. Нажатием сюда с выделенной моделью мы из параметрического куба переделываем в полигональный. Видите, поменялся значок объекта. Но после этой манипуляции вернуть из полигональной в параметрическую невозможно. Только если сделать отменную Ctrl-Z. Или нажать сюда. После того, как перевели в полигональный режим, мы можем изменять куб. Активировались иконки режима изменения точек, граней и полигонов. Теперь можем изменять модель. Далее это режим изменения расположения оси. Это у нас привязка объекта. Часто бывает, что камера сдвинулась в проекте. Чтобы это исправить, переходим в вид и Frame Default. Теперь камера вернулась в исходное положение. Если вдруг что-то нечаянно удалили из окон или переместили, их можно вернуть. Переходим в слои и здесь выбираем Startup. Инструменты манипуляции. Первое – это перемещение. Можно перемещать объект по разным сторонам. Масштаб. С ним можно уменьшать или увеличивать объект. И вращение. Можете поворачивать объект как угодно. Это у нас иконки рендера. Вот эта иконка значит сделать рендер данной сцены. Это окно сделать вывод рендера. Это настройка рендера. В этой вкладке можно выбрать вывода рендера, добавить пассы, разрешение и сторонние рендеры, такие как Arnold, Redshift и Octane. Про Arnold рендер есть урок у меня на канале. Там два видео: рендер на процессоре и рендер на видеокарте. Поговорим, чем отличается моделирование параметрическое от полигонального. Для примера создадим объект трубы. При параметрическом моделировании у нас есть настройки. Можно изменять ему внутренний радиус, внешний радиус, различные его настройки. Создам новую трубу и поменяй ему режим на полигональный.
с помощью нажатием C или на эту иконку. Теперь, чтобы сделать такую модель с плавными гранями, нужно добавить к нему дополнительные грани. Уходит больше времени на эти манипуляции. Обычно эти режимы я смешиваю. Сначала по максимуму сделаю все подходящее, настройки в параметрическом режиме, а потом перехожу в полигональный. Посмотрите урок по созданию одежды в Cinema 4D у меня на канале. Ссылка по подсказке или в описании под видео. Это полное полигональное моделирование. Далее режим сплайнов. У нас имеется множество различных сплайнов. Добавим любой из них или можете нарисовать собственный. Их можно сделать 3D-шными с помощью Extrude. Он выдавливает из 2D объекта в 3D. Добавим Extrude, наш сплайн поставим под Extrude. Теперь можно его настраивать. Далее Subdivision Surface. Если вам нужно сгладить объект, он вам в помощь. Но не забывайте, что при добавлении Subdivision сетка в модели становится более плотной. Так что нужно перед тем, как добавить Subdivision, подготовить и оптимизировать модель. О остальных генераторах подробно поговорим в следующих уроках. Далее это объекты Mograph. С помощью них можно создавать различные интересные анимации. Можете посмотреть пару уроков по Mograph на канале. Следующие это деформеры. Для примера возьмем деформер Bend. С ним можно изгибать модель. Чтобы работали деформеры, их нужно в иерархии вставлять под модель. Есть такие деформеры, как создание закругления, каркас, расщепление, обертка под модель. Вы можете поэкспериментировать с каждым деформером. Если на объекте нажать правой кнопкой мыши, то выйдет вот такое вот меню. Это теги. С помощью тегов мы можем дать модели динамику твердых и мягких тел, взаимодействие объектов. Для примера добавлю тег вибрации. Если включить все эти настройки и запустить анимацию, видим, что объект начал вибрировать. Если вы хотите скрыть объект в сцене, для этого нажимаем на верхнюю точку возле модели 2 раза, пока не загорится красный цвет. Теперь объект исчез в сцене, но при рендере его будет видно. Но если хотите, чтобы объект не было видно при рендере, то нужно 2 раза нажать на нижнюю точку, чтобы появился красный цвет. Также для Cinema 4D существует множество плагинов. Вы можете посмотреть про самый лучший плагин для Cinema у меня на канале. В следующих уроках про Cinema 4D поговорим более подробно о моделировании, создании сцен и анимации. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. Спасибо за просмотр и пока!